Добрый день, дорогие подписчики и гости канала Анна Стардю. У меня нашлась вот такая чудесная тканюшечка. Это трикотаж с люрексом. Посмотрите, как он красиво переливается на солнце. Мне кажется, эта ткань прекрасно подойдет для того, чтобы пошить какую-нибудь нарядную блузочку или свитшот, лонгслив. Уже не знаю, как нынче называть такую вещь. В общем, хочу сделать себе нарядную вещицу на праздник. Лоскут имеет ширину 1,5 метра и длину около метра. Я думаю, что мне при моем росте 158 сантиметров и размере одежды 44-46 вполне достаточно будет этой ткани. Поскольку тканюшечка такая мягенькая и крайчик немножко заворачивается, мне может понадобиться вот такая вот клеевая ленточка. Это называется флизелин форм банд. Для того, чтобы укрепить края этой ткани. С таким трикотажем лучше работать на верлоке. Я уже вставила специальную иголку для трикотажа и подобрала ниточку. У меня оверлок 4-ниточный, но я использую, как правило, 3 катушки. И получается 3-ниточный оверлок. Раскраивать я буду прямо на ткани. И для того, чтобы пошить блузончик, мне нужны будут такие мерки. Объем груди, объем бедер, объем шеи, объем запястья и длина рукава и длина изделия. Все это можно снять с какой-нибудь блузочки или свитера готового, который на вас хорошо лежит и который вам нравится по свободе прилегания. Берете такую вещь и снимаете размеры с нее.
Подготовку к сборке я закончила. Обклеила вперед спинку и рукава по периметру вот этой клеевой лентой. Обтачку горловины переда и спинки обклеила дублеринчиком. И теперь можно приступать к сборке. В первую очередь нужно оформить горловину переда и спинки. Потом займемся всем остальным. Уже пришила обтачку и даже прострочила швы плечевые. И тут я подумала, что вот здесь вот не хватает какого-то красивого обрамления для того, чтобы этот ворот выглядел более симпатично или более нарядно, что ли. Вот нашла кружавчики и примеряюсь теперь. Но никак не могу определиться, сделать вот тут вот красивое синее кружево или сделать вот такую вот у меня тесьма с пайетками. Вот, черная. Тоже смотрится очень интересно, благородно так. Но теперь надо придумать, как это сделать, не распарывая швы. Я закончила отделку ворота. Вот так он будет у меня выглядеть. Осталось совсем немножко. Пришите рукава, потом сделать подгибку низа, подгибку рукавов, и все. Моя нарядная блуза готова.